последнее время мы достаточно часто говорим о eFootball 2026, но сегодняшняя тема касается даже не какой-то конкретной номерной части, а всю игру в целом, и в основном касается ее будущего. И по сути, из года в год этот вопрос становится все более и более актуальным, поскольку он так или иначе получает продолжение. Речь, конечно же, о карточках и, естественно, их рейтингах. И думаю, что уже на этом моменте все понимают, что же нам делать с рейтингами. Этим вопросом мы задавались год назад, возможно, точно уже не помню, этим же вопросом задавались и 2 года назад, и я думаю, что в ближайшие несколько лет мы так и продолжим задаваться этим вопросом, учитывая, что концепция у eFootball немножко другая, нежели у Electronic Arts и их FK25. Когда как у них выходит каждый Новый год все еще отдельная игра, за которую платят отдельно деньги и которую приобретают отдельно, у нас eFootball это непрерывный продукт, который мы играем, по сути, каждый чертов день из года в год, и который в один конкретный день получает глобальное обновление, грубо говоря, до следующего сезона. И в связи с этим возникает вопрос, а что же делать с составами, что же делать с карточками, и, соответственно, что же делать с рейтингами, если в большинстве своем мы не трогаем составы пользователей. И если так подумать, взвесить все за и против, то у Konami есть 3 варианта развития событий, каждый из которых по-своему интересный, где-то спорный, а где-то банально сложный для реализации. Но так или иначе, каждый из 3 представленных вариантов может в той или иной мере решить проблему eFootball, которая над ней нависла, ее экзистенциальная проблема. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock также проходят розыгрыши, а поэтому все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. И первый вариант, который кажется самым очевидным и который нередко фигурирует среди игроков, это, конечно же, обнуление составов. И самый главный подводный камень — это потраченные деньги на все эти составы. Игроки бывают разные. Кто-то начал донатить впервые вот конкретно в этом году, кто-то уже донатит несколько лет. Но так или иначе, существенная часть игроков в eFootball — это донатные игроки. Либо в большей степени, либо в чуть меньшей. И, соответственно, они будут крайне недовольны и будут противниками такого варианта, учитывая, что, по сути, все их вливания, они ушли в никуда. Кто-то вливал эти деньги, чтобы стать сильнее, не за счет своего скилла, а за счет моделек под своим управлением. Кто-то банально тратил эти деньги на то, чтобы поиграть за любимых футболистов. И в том и в другом случае их лишают их изначальной цели, их изначального желания, если можно так выразиться. И, соответственно, каким бы очевидным и прямолинейным этот вариант ни был бы, у него по понятным причинам присутствует много противников. И по истечению года, наверное, я тоже могу назвать себя противником данной идеи, поскольку на свой состав я также влил немалое количество денег. Поэтому есть другой вариант, он второй и более компромиссный, а именно урезание рейтингов футболистов, то есть оставить все те карточки, которые были до этого, из КН, из каких-то отдельных номинальных паков, из эпических, бигтаймовских, шоутаймовских, но с тем условием, что у них изменятся рейтинги, изменится подсчет, и также они немножко претерпят изменения в силе. Казалось бы, неплохой вариант, но с другой стороны трудновато это как-то представить, как именно Konami могли бы урезать рейтинги, вновь с условных 104-105 пунктов рейтинга убавить футболистов до 100 хотя бы там 100, 101 и не более того. Подобное развитие событий мы наблюдали в начале жизненного цикла eFootball, когда игроки максимум достигали там 99, 98 и в некоторых случаях аж целых 100 пунктов рейтинга. Но, наверное, уже года как 2 эта цифра в 100 пунктов уже никого не удивляет. Да, более того, бесплатные карточки уже давным-давно переваливают за эти цифры. А поэтому, повторюсь в очередной раз, трудно представить, как именно могли бы Konami изменить рейтинги уже всех существующих карточек, когда с появлением тех же самых новых тренеров рейтинги постепенно все увеличиваются и увеличиваются. И мы не говорим про номинальные рейтинги, которые уже давным-давно дотягивают до 108-109 пунктов. Да, грубо говоря, последние бигтаймовские карточки Месси, Бейла, Неймара, они уже достигают тех самых 107 и 108 пунктов рейтинга. А поэтому, какими бы рассуждения наши не были по всему этому поводу, скорее всего, Konami продолжит гнуть третью линию, а именно постепенное повышение рейтингов.
Грубо говоря, времени у них еще достаточно. Как мы могли убедиться ранее, благодаря читерам, которые в свое время делали модельки игроков достаточно высокими, рисовали им огромные рейтинги в онлайне, благодаря этому мы знаем, что максимальное значение рейтинга для футболистов это 120 пунктов. А поэтому, чтобы добраться до этой цифры, Konami потребуется еще лет 5-6, учитывая, как постепенно рейтинги все растут. И поэтому, если в этом сезоне для нас актуальны рейтинги со 104 до 106 пунктов, то в следующем это 106-107, через года два уже 108-109, там, я не знаю, через 3 года 110-111, и так вот постепенно до 120. И вот там-то уже конкретно решать вопрос, обнулять ли составы или придумывать что-то другое. С другой стороны, до этого времени еще дожить надо. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Опять же, крайне важный и в то же время экзистенциальный вопрос для eFootball, поскольку составы у нас не обновляются, а рейтинги с каждым годом растут и растут. Поэтому надо что-то делать. И если не сейчас, то хотя бы в недалеком будущем. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании, и подписывайтесь на этот канал тоже. Прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр и вашу активность под этим роликом. Услышимся в следующих видео на канале Realistic PES. Всем пока!